Добрый день, друзья! С вами Павел Бирюкович. И сегодня я хочу вам рассказать о монтаже системы водяного теплого пола без стяжки. Рассказать о всех нюансах и дать подробную инструкцию, как это сделать своими руками. Основные преимущества системы. Минус 87 кг на метр квадратный по сравнению с традиционной системой со стяжкой. Вы экономите 7 см уровня пола и экономите до 30% за счет минимизации теплопотерь и меньшей инерционности системы. Оптимально укладывать систему тогда, когда пол у нас идеально ровный, как в этой квартире, перепад до 3 мм. Тогда мы можем легко и просто монтировать систему на клей-пену или вариант второй. Пол в таком состоянии, сантехника еще не разведена, поэтому первой нашей задачей будет выровнять пол, провести сантехнику и сверху смонтировать систему водяного теплого пола сухой укладки. Пол мы подчистили от остатков штукатурки, развели водопровод и сейчас будем укладывать модули теплого пола, а после этого я расскажу вам, как делается микростяжка по сетке, если пол у вас не идеально ровный. Модули теплого пола укладываются по схеме, которая идет в комплекте с системой и разработана на основании проекта, который готовится перед запуском системы в производство. Если позволяет основание, то самым недорогим вариантом крепления системы к стяжке является дюбеление. Если пол у нас идеально ровный, или в полу проходят коммуникации водопровод, сантехника или электрика, тогда мы используем вариант крепления на клей-пену. Полиуретановый клей. После этого нужно подождать 2-3 минуты, пока клей набухнет. В видео мы эти моменты вырезали. И плотно прижать модуль к полу. Таким образом, быстро и чисто монтируется система на идеально ровную стяжку. Заказывая систему у нас, вам не нужно потом думать, как пройдет контур ветки теплого пола, где его повернуть, не перегнете ли вы трубу. Это все проектируется заранее, согласовывается с вами. И потом остается только разложить маты теплого пола, в которых уже есть контуры, уложить теплораспределители и трубу. Маты теплого пола уложены, теперь можно укладывать теплораспределительные пластины и укладывать трубу водяного теплого пола. Систему водяного теплого пола мы комплектуем теплораспределительными пластинами длиной 600, 300 и 150 мм для удобства укладки. При надобности они также легко режутся ножницами по металлу, да и обычными канцелярскими ножницами. Ведь толщина алюминия всего 0,8 мм. Что обеспечивает оптимальную теплоотдачу. Теплораспределительные пластины уложены. Приступаем к укладке трубы.
Вот так 26 метров теплого пола уложены за полдня. Осталось подключить гребенку и термодатчики. Если в качестве чистового покрытия планируется укладка ламината, то укладывать его можно сразу после укладки трубы и подключения системы к гребенке. Ламинат укладывается на теплопроводящую подложку из прессованной хвои типа стейко или геотекстиль толщиной 2,5 или 3 мм в зависимости от надобности. Если в качестве чистового покрытия планируется плитка, основание было у нас идеально ровное, систему мы клеили на клей пену, то самым простым способом сделать надежное основание для приклеивания плитки будет использование магнезитовой плиты. Смотрите, как это сделать. Укладку магнезитовой плиты покажем на примере создания выставочного образца. Магнезитовые плиты толщиной 8 мм имеют с одной стороны гладкую текстуру, с другой шершавую. Гладкой стороной мы будем их класть на систему, шершавая сторона будет со стороны плит. Для начала прогрунтуем магнезит с обеих сторон. Мы взяли плиты размером полметра на 1,20 м. Также они в продаже есть 1,25 м на 2,50 м. Грунтуем магнезитовые плиты. Можно слегка прогрунтовать систему. Размечаем магнезитовые плиты так, как нам нужно. Магнезитовая плита легко пилится диском по плитке или лобзиком. У нас есть диск по плитке, поэтому будем пилить им. При работе с электроинструментом всегда используйте защиту, перчатки, очки. Магнезит готов. Клеим на клей пену. Наносим ее точечным образом. В основном там, где пенополистирол, у нас без пластика. Теперь укладываем магнезит. Все приклеилось. Стыки заклеиваем сеткой. Для нашего случая такая тонкая сетка подойдет в качестве примера. Если мы говорим о укладке в квартире, то лучше использовать сетку для наружных работ, стойкую к щелочи, которая используется для штукатурных работ фасадных. В нашем случае достаточно такой. Кладем плитку. То есть класть плитку можно в тот же день, когда мы и клали систему. Если основание для системы было неровным, перепад был до 3 см, или вы хотите, чтобы теплоотдача от системы была максимальная, то можно использовать способ укладки плитки на так называемую микростяжку. 2 слоя сетки в слое плиточного клея. Как это сделать, смотрите дальше. Предварительно поверхность прогрунтована грунтовкой бетон-контакт. Имеет она такой вид. Вся пыль, которая могла быть на поверхности, связана. И имеет хорошую адгезию. Сейчас приступим к укладке первого слоя сетки. Сетку лучше использовать сварную 0,8 мм толщиной, ячейка 10 на 10 мм. У нас сетка 0,6 вязаная с ячейкой 6 на 6, и мы ее будем укладывать в 2 слоя. Можно сразу ее крепить.
Для того, чтобы показать вам, как держатся шурупы в нашей пенополистирольной системе, проведем такой эксперимент. У нас есть лист USB, к нему приклеена часть нашей пенополистирольной системы. Вот так все держится в пенополистироле, на зависть скептикам. Можем наносить клей для плитки. Клей для плитки выбираем для теплых полов. Например, Церезит SM117. Или тот, который подходит вам. Сначала наносим первый слой клея на сетку, потом сразу кладем вторую и затягиваем финишным слоем. Клей мы замешали, он уже набух, можно приступать. Хорошо втираем клей в сетку. Тщательно втираем клей в сетку, так чтобы два слоя сетки были погружены в слой клея. Теперь укладываем второй слой сетки и также затягиваем его клеем. Сетку везде уложили, клей застыл. Теперь можно приступать к укладке плитки. Теплый пол работает у нас от гребенки с регулировкой комнатными термостатами. Вот так выглядит регулировка. Температуру можно задать термоголовкой. Гребенка подключена к газовому котлу. А вот так выглядит комнатный термостат. И мы регулируем температуру в каждой комнате и каждого контура. Клей наносим под 10-ю гребенку. Хочу заметить, что при данном способе укладки плитки на минимально тонкий слой с сеткой менее 5 мм следует предусматривать температурные компенсационные швы, каждые 6 квадратных метров площади пола. Эти швы следует выполнять с помощью цветного силикона в цвет затирки. Также компенсационный шов следует делать по периметру квартиры для исключения растрескивания затирки. После заполнения шва силиконом используйте мыльную воду, как показано в примере. И все у вас получится быстро и просто.
Вот так вот. Плитка уложена, затерта, установлена мебель. В квартире уже живут люди. Температура системы 27 градусов. За 40 минут пол нагрелся до комфортной температуры, что невозможно в традиционных системах со стяжкой. Данная система позволяет максимально эффективно регулировать всю систему нагрева и с помощью точного регулирования экономить. Под холодильником теплый пол не установлен. Теперь перейдем к системе, на которую уложен ламинат, и посмотрим, как он работает. Сейчас мы заехали на наш объект, на котором уложен ламинат. Вот гребенка. Температура подачи 36 градусов. Смотрим на теплый пол. Температура на поверхности 27 градусов. Между трубами 26,5, 25. На поверхности трубы 26,5 градусов. Самый холодный участок 24,5 градуса, там, где у нас нет теплораспределительных пластин. Но вместе с тем тепло на поверхность выходит от соседних участков. Ногами такие участки не чувствуются, но видны в тепловизор. Вот так, друзья. Сегодня мы вам рассказали о том, как укладывается финишное покрытие на систему водяного теплого пола без стяжки. Показали, как это выглядит в тепловизор. Постарались рассказать о всех нюансах. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях. Мы с удовольствием постараемся на них ответить. До встречи в следующих видео. Пока-пока.